Привет, привет, друзья! День номер 88. Продолжим работать. Итак, какой план? План на сегодняшний день. Саша продолжит созидание вот в этом вот миленьком отсутствующем уголке, вот здесь. Ей там немного осталось поделать, большую часть уже вроде как сделала. А я буду делать шаблон вот этого вот углового молдинга, или как можно назвать там галтель, например. Вот это вот небольшая радиальная деталька такая. Она простенькая, все как бы казалось бы просто, но естественно, ну как обычно, просто-просто. Это будет простая галтелька, простой молдинг с подложкой. Или как еще называют там, кто как называет, называют подушка, бабка, подкладка, как угодно, болван, даже болван есть такое обозначение. Вот это и будет основной темой сегодняшнего ролика. Продумывание и изготовление шаблонов. Итак, изготовление шаблонов, да? И прежде чем приступить к изготовлению шаблонов, обратимся к наскальной живописи. Возьмем инструментик. Вот наш искомый такой товарищ. 40 на 50. Я говорил 45 на 45, нет, 40 на 50 он. Или 50 на 40, высота на ширину, да? И казалось бы вытянуть его, вот я сейчас сделаю вот так, это мы сымитируем стол. Ну-ка, вот так. Это мы имитируем стол, и вытянуть такую штуку, ну как бы довольно просто, да, ну что, вот она на столе, ну, как бы тяни не хочу. Хотя есть некоторые ограничения, я о нем скажу позже. Это, к слову, зачем нам здесь делать подложку или подкладку. Мне удобнее слово подложка, кому-то другому другое слово. Ладно, 40 на 50 это понятно. Мы так, ну как бы довольно легко вытянуть вот такую вот 40 миллиметров, набрать. Ну вот таким шаблоном будет легко. А если он будет чуть побольше, вот например такой, 80 на 80, как вам? Ну-ка я спозиционирую. Ага, уже как бы чуть сложнее, да, 80 на 80. Уже тут бы нужна бы подложка, потому что набирать за раз 80 миллиметров, а если еще больше, 120 на 120. А это такая уже по размеру стандартная, почти стандартная галтелька, которая идет, ну, галтель, молдинг. В английском вот это вот классический ковинг. Вот такая форма встречается часто в коридорах, в коммунальных квартирах, в старом фонде, в местах общего пользования, кухни, санузлы. Вот такая простейшая такая вот форма, да. Но вот без подложки уже ее тянуть будет, ну, скажем так, мало реально. Помним, что угольничек это стол. Как бы вот так. Так что будем делать с маленькой подложечкой. И сейчас покажу еще, почему мы без нее обойтись как бы не сможем. Этот молдинг у нас пройдет в углу. Вот он, старый, да? Он проходит здесь штукатурная стена. Вот здесь стена уже гипсокартон, гипрок. И там есть дощечка. Видите? То есть, а дощечку как-то надо обойти, понимаете? Да? Сейчас я вам нарисую на рисунке, где у нас именно торчит дощечка вот эта. Вот она. Вот в этом месте, вот как раз есть дощечка вот эта выходит. Она как бы там в стене дальше. Вот. В этом месте надо сделать максимально тонко, чтобы можно было ее обойти. Соответственно, сама деталь у нас будет иметь какой-то вот такой вид. Вот как-то вот так. Не знаю как пока, но вот что-то близко к этому. Начиркал тут вообще, я думаю, что тут мало сейчас что понятно. Вот еще раз перерисовал вот так, как-то вот так. То есть там проходит доска, сколько-то я этой доски там сниму стамесочкой. Но тело нашего вот этого молдинга будет иметь вот такой вид. В разрезе. Понимаете, да? Где-то вот так. Соответственно, вот эту пустоту мне надо чем-то обеспечить на столе. Вот мой стол, и вот рукой я имитирую пустоту. Опа. Угу. Надеюсь, понятно объяснил. Ну и перейдем потихоньку непосредственно к изготовлению. У меня заготовлены уже
две пластинки, жесть. Сначала я сделаю основной профиль, подгоню его по месту к старому карнизику, там, к старому молдингу, подгоню, посмотрю, чтобы это все соответствовало. И потом, когда у меня будет на руках готовый шаблон, я буду изготавливать, собственно, шаблон подложки. Итак, я вырезал профиль, и он у меня совпадает. Ну, там размерность где-то 1/3 миллиметра. Этим можно пренебречь, потому что здесь есть реальные неровности, свои, родные. Вот она. О. Такой шаблон у них был изначально, не очень-то ровный. Шаблон поверхности готов. И надо изготовить теперь шаблон подложки, то есть ответной части, задней части вот этого вот молдинга, тыльной его части. Вот кусочек жести. Здесь будет профиль именно подложки к этому, к профилю молдинга. Здесь не заводской край, поэтому я вот так вот подзажал тут напильничек и вот так подровняю немного. Как-то вот так получилось. Это достаточно ровно. Так, уберем пока вот эти вещи, они нам не нужны. Ну и давайте посмотрим, чего нам нужно. Нам нужен прямой угол. 90 градусов, да? Давайте его сразу же откинем здесь. Я смещу сюда, в эту сторону, немного сам шаблон. Потому что мне здесь надо, чтобы прошло тело подложки. Вот где-то вот здесь. Так что я чуть уйду в сторону. И, скажем, центр подложки у меня будет, ну, скажем, где-то здесь. Вот. Ну да. Она будет иметь вот плюс-минус какую-то такую форму. Здесь мы должны выйти на вот этот прямой угол. А ну-ка еще раз. Вот так, вот так. Здесь должен быть прямой угол. Она у меня поднимается вверх. Поднимается еще выше. И уходит опорой вот сюда. Вот как-то вот так. Значит, мне здесь где-то надо создать прямой угол, чтобы я прям точно попал в него. Вот. Скажем, это мой заводской край, да? Ну, скажем, что это он и есть. Пускай будет он. Есть, есть. Создаем прямой угол. Угу. Вот так проверим. Ну да, все хорошо. Вот. Дальше. Накладываю. Вот так. Вот так. Хорошо. Значит, я сразу его себе проявлю, чтобы я понимал, чего происходит. Вот так. Вот так. Значит, потолок у нас с этой стороны. Он высокий. Здесь 40, здесь 50. Потолок с этой стороны, поэтому я оставлю чуть как бы побольше на потолок. Вот так как-то. И опущусь плавно вниз. Вот. Здесь я оставлю где-то сантиметр тела подложки и сделаю вот так. Вот как-то вот так это будет выглядеть. И сделаю полностью на выход, чтобы ничего там не зажимало во время протяжки. Ну, скажем, хорошо. Вот, достаточно. Это достаточно. Ну что, вырежу сейчас саму подложку, шаблончик подложки. Здесь мне плавно надо выйти на прямой угол. Как-то так. Угу. Где-то так. Я небольшой специалист в металле. Мне не нравится металл, поэтому я режу косячно. Я знаю это. Ну, ничего такого. Сейчас подработаю напильником все это дело, выровняю и приведу в какой-то божеский вид. Так, я так что-то делаю, подумал, я здесь, скорее всего, допустил вот ошибку в этом месте. Мне надо было бы вот так сделать. Потому что вот это вот
вот это вот тоненькое что-то, оно, будучи на столе, вот так, да, оно будет, возможно, отламываться и закусывать деталь. Но с другой стороны, вот это все, это то, что мне придется, возможно, связать потом там вот эти деревяшки, которые торчат. Так что лучше я поборюсь вот с этим возможным закусыванием, чем там стамеской, там, не знаю, там метры дерева вот снимать. Скорее так. Ну ладно, уже сделал, я переделывать точно не буду, нормально. Теперь надфилем чуть-чуть подработаю и наждачкой потом, чтобы не было таких каких-то жестких зацепов на самой подложечке. Чуть-чуть подработаю. Ну, допустим, это готово. Время переходить к деревянной части, собственно, шаблонов, деревянной оснастки. Пойдем разбирать. Вот этот наш мультифункциональная каретка, да, с вырезом вот здесь. Угу. Здесь же побывал вот этот товарищ, работал. Угу. Было такое? Было. Сейчас разденем, уберем вот эти вот тяжечки отсюда. Угу. Вот так. Вот так вот. Все проходит, все замечательно. Вырежу фанерку сейчас необходимую и продолжим. Ну, по размеру, чтобы меня встало в эту рамку. Итак, приготовил фанерку. Что-то подумал, вырезать сейчас будет неудобно. Сначала лобзиком вырежу, а уже потом, ну, как бы из цельного листа проще же будет, так? Размещать. Так или так. Вот я наметил, что у меня это будет фронтальная сторона. То есть сторона, с этой стороны будет нож. Так как я тяну, получается, вот упор, я тяну как бы на правую руку. Вот так. Угу. Значит, фронтальная сторона у меня отсюда. Здесь нюанс. Это, вот это хитрость. Это реальная хитрость и реальный такой нюанс прям. Особенно это касается больших деталей. Расположить подложку я могу двумя способами. Я могу ее расположить вот так. И могу ее расположить вот так. Так вот, в случае, если подложка у меня будет расположена вот так, тяну я туда с усилием вперед направо, то здесь, вот здесь, он не так, а вот так. Вот деталь. Понятно, да? То есть здесь, вот в этом месте, высокая вероятность образования шагрени. То есть я это опытным путем вычислил. Этому, не знаю, учат где-то, не учат. В общем, на подложку усилие должно быть на нее, а не от нее. Потому что потом в процессе это выльется, ну, как бы в лишнюю доработку уже готовой детали, собственно. Вот так. Поэтому я буду располагать подложку с целью давить на нее. Фронтальная сторона у меня, вот как бы на меня должна быть, да? Вот фронтальная сторона, подложка у меня пойдет вот так. Размечал ее отсюда. Ну, я уже так начал, ну, неважно. А она пойдет вот так у меня. Надеюсь, что это как бы понятно. Отметил ножки вот эти. Ну, где-то там возьмем по центру. Пускай будет. Плотно прижал к заводскому краю. Так, и здесь у меня, вот здесь идет сопряжение в этом месте. Вот так. Но для того, чтобы... Это же гипс, вот это гипс. Я буду ранить металлом, поэтому я уйду в сторону. Дам место на облой. Вот сколько ушел, наверное, полмиллиметра. Вот так где-то дам место, вот здесь. Чуть-чуть, чтобы был облой. Гипс еще нарастет, даже чуть больше, может быть. Вот так. Это увеличивается толщина деталей, но здесь это не принципиально. Сразу размечу положение. Поставлю метки. Вот так. И было бы грамотным сразу расположение вот этой штуки сделать, да. Вот так как-то. Тоже метки
обведу ее. Тоже поставлю метки. Тут еще встает такой вопрос. Я мог бы поступить двумя способами. Способ первый. Я покажу, поверну сюда, потому что здесь есть рисунок. Надеюсь, он виден вам. Я могу поступить двумя способами. Я мог бы отдельно изготовить фанерину, ну, скажем, деревянную часть оснастки шаблона. Я мог бы изготовить отдельно для вот этого товарища, отдельно для него и отдельно для подложки. Но здесь, получается, у меня здесь очень небольшая часть жести свисает. То есть, как бы, поставим шаблон, детали. Вот такой небольшой свис. Он будет играть немного. Я его подфиксирую саморезиком. Этого будет достаточно. Если бы здесь свисало больше, скажем, вот так, вот эта часть, если бы оставалась пустой, я бы должен уже изготовить отдельную часть. Но этого делать не буду в данном случае. То есть выбор, два пути было. Либо делать две отдельных фанерки, либо делать одну на всех. Я сделаю одну на всех. Сначала пойдет этот товарищ, и на него сверху пойдет уже, собственно, сама подложка. И теперь нужно вырезать. Такой момент. Здесь жесть. Вот ее край. Я не буду резать больше. Сильно больше резать не буду, потому что дерево у меня будет выступать в роли инструмента здесь. Если я рез именно под шаблоном буду осуществлять где-то на расстоянии 3 мм, скажем, обходить его, то уже здесь я буду идти намного ближе. Буду стараться резать фактически по линии жести. Потом дерево соберу. Забыл дома рашпиль, а зря. Надо было взять рашпиль. Рашпилем это делать легче. Но я как-нибудь соберу, потому что вот эта часть будет работать, как бы будет исполнять роль съема. То есть она будет работать, вот эта часть дерева. Так, у меня старый такой ноунейм лобзик из понятно какой страны. Плюс это мультиплицирует еще не особую ровность рук. Но я постараюсь как-то отрезать. Более-менее, хоть как-то. Угу. Даже не очень-то и косячно. Вроде бы. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим, что получилось. Совмещу. Здесь у меня же нарисовано, да? Что, куда должно быть. Так, ну вот так. Угу. Можно было чуть дальше даже взять. Но сейчас придется вот эту вот часть сточить. Вот это вот. И для этого товарища. Ну-ка. Ну, ему всегда нормально. Там все хорошо у него. Да. Этот нормально. Маленький хорошо. А вот большой надо точить. Надо еще раз понять, сколько стачивать. Вот здесь у меня проходит. Здесь хорошо. Ну вот это место только. Ну, сейчас напильником, не знаю, наждачкой поработаю. Что делать? Вспомнил, у меня же болгарка есть. А я наждачкой там мучаюсь, что-то там. Ай-яй-яй-яй. Да. Везде зацеп. Замечательно. Хорошо. Можно приступать к сборке, собственно. Что, криволинейный рез у меня получился лучше, чем прямолинейный. Перфекционисты страдают. Боль перфекциониста. Ну, цели не было, потому что... Вот почему. Вот. Все нормально. Оно как бы ни на что, кроме эстетики, не влияет, вот эта штука. Ну и ладно. Ладно, начнем собирать потихонечку. Вот его позиция. Первая позиция шаблона. Так, да. Вот так. Да. Дальше. Фиксируем первый раз его чем-то.
Надо на 2 гвоздя зафиксировать, и будет уже хорошо. И номер 2. Так, где у нас там? Вот сюда куда-нибудь. Чтобы он больше не смещался. Так, ну вот, этот на месте. Здесь я сошлифовал выходы гвоздичков. Так, ну проверим совместимость теперь. Самое главное, это совместимость. Ну-ка, опа, 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 опа. Угу. Ну, полмиллиметра я здесь вижу, вот здесь. Не знаю, вам заметно, незаметно. Где-то вот так идет, вот так. Вот здесь где-то полмиллиметра. Вот чуть по-другому так. Ну, вот так. Это уже хорошо. Уже это очень хорошо. Отлично. Отлично. Ну что, теперь я дальше собираю на саморезы. Вот такие вот саморезики, чтобы потом выкрутить и ну, как бы убрать, собственно, этот шаблон подложки. И останется вот эта часть только. Ну, вот, готов. Вот этот шаблонец двойной, да? И подложечка, и, собственно, сама деталь. Ну, сейчас пойду и вставлю ее, собственно, на место. Там, где она должна и быть. Вот сюда. Так. Собрал я нашу штучку. Собрал ее. Сейчас покажу, как собрал. Вот так. Опа. Не знаю, видно, не видно. В общем, нормально. Все плотно. Ничего особо не трет. Хотя где-то тут какие-то наросты. Гипс старенький. Где-то чуть может быть. Но особо ничего такого. Нормально. Это хорошо работает. Вот я чуть еще подшкурю там. Ну вот, что говорил. Вот что говорил. Для поддержки парочка саморезов. Чтобы сюда не загибалась жесть. Вот так. Иначе тут, ну, как иначе? Нормально. Хорошо. Так. Ну и такой момент, что с моей стороны было бы довольно самонадеянно пытаться набрать ее сразу за раз. Ну, как бы, вот так, как она есть. Она довольно высокая, сантиметров 8, наверное. Это будет довольно сложно набрать ее прям вот за раз, и чтобы все хорошо получилось. Можно ее как бы потерять. А этого не хотелось бы. Поэтому я увеличу свои шансы. Вот что у меня есть. Я уже приготовил гипсокартон. Вот так. Опа. Вот я хочу вот так сделать. То есть я и сэкономлю себе усилий и сделаю поддержку для гипса с этой стороны, с этой стороны. Ну и, собственно, сэкономлю гипс еще. Это обрезки какие-то гипсокартона. Как-то вот так. Я думаю, буду сейчас строить стенку. Вот такую. Так будет намного легче с ней работать. Так. Укладочка гипсокартончика. Думаю, видно. Здесь отбивка линия. Ну, чтобы не возить туда-сюда каретку, туда-сюда, не гонять ее. Отбивкой просто линия. Попробуем сейчас, как оно пойдет. Думаю, 2 точек будет достаточно на одну палочку. Ну-ка. Или мало? Или достаточно? Достаточно. О, как хорошо. Вот так. Видите? Ну что, построил я эту стеночку. И в конце, и в начале вкрутил по саморезику, чтобы избежать возможного срыва подложки. Вот столько предстоит набрать. Намного меньше, чем было раньше, да? Вот. Этот процесс я показывать не буду. Тут все происходит ровно так же, как всегда. То есть тянешь. А вот саморезик там и саморезик здесь. Еще 2 таких нюанса, не нюанса. Я старался приподнимать везде гипсокартон, чтобы под него новый гипс пролился. Туда, чтобы обнял его как бы со всех сторон. Это раз. А во-вторых, естественно, никакого масла сюда нельзя
в эту область. То есть маслом только там, где полос сходит. Ну и сам, собственно, шаблон. Здесь должно хорошо залипнуть. То есть подложка должна прям прилипнуть к столу. Естественно, никакого масла там быть не должно. Ну чего, вытянул я эту штучку. Да, все-таки сколы. Надо было ее заводить как-то вот так вот. Я экономил усилия на работе с деревом, да, чтобы там доску стамеской не рубить. А теперь, ну, как бы, закон сохранения энергии. Там выиграл, а тут проиграл. Теперь надо будет играться здесь, подшкуривать. И, скорее всего, она выйдет сюда на выход, как бы деталь, но все равно. Ладно, сейчас снимем подложку. Попробуем, как идет вообще. Ага, вот. Так, убираем эти. И да, кстати, пока я чистил ее, а в нее есть такое движение. То есть ей надо еще дополнительно пару саморезов вкрутить. Там, штуки 4, наверное. Раз, два, три, 4. Вот так. Подфиксировать ее. Не особо она хочет стоять. Плотно идет. Ну, как бы так, как я хотел, трет деревом. Ну, нормально. Проходит. Не, нормально. Нормально. Вот здесь видно, где она подминается. Здесь надо просто чуть-чуть наждачкой пройтись. И тогда она не будет тереть, все будет хорошо. Ладно. Сейчас тогда саморезы. У меня вот здесь скололось много. Надо будет добрать сейчас гипсом саморезы. И наждачкой здесь подработать чуть-чуть, чтобы она свободно проходила. Шаблон, собственно. Оснастка она. Чтобы это все проходило нормально. Ну, уже хорошо идет. Главное, что здесь ножом не трет. Вот этой частью нигде не цепляет. Вот здесь. Это самое главное. Так. Ну что, подфиксировал саморезом. Саморезами. Здесь и вот здесь. Вот. Все нормально, все плотно. Здесь обработал, подшкурил тоже. Теперь это проходит нормально. Во. Отлично, отлично. До завтра еще тут случатся какие-то изменения по-любому. До завтра почему? Сегодня мы не успеем. Ее надо еще лачить. Желательно, чтобы она чуть-чуть как бы подсохла. Ну, подсохнет, надеюсь. Вполне хорошо. Ну вот минус, да, вот этот скол. Ну я его сейчас заделаю, естественно, и деталь будет сюда выходить, она легко вытащится. Саморезики заделаю, и завтра лак. И попробуем изготовить таких малышей. Да. Так, уже следующий день, как бы 89-й, но я понимаю, ролик будет длинный. Уж извините, ну, перематывайте. Я не хочу разбивать просто тему вот с шаблонами и с протяжками. Как бы разбивать на два разных ролика, пускай она будет в одном. Так как следующий день, Саша вчера закончила вот этот вот угол, сеточку. Вот чего у нее там получилось. Все хорошо, все она отмазала карнизик сам. Вон еще видно мокрое в углу там. В общем, как оно и было, так оно и сделано сейчас. А сегодня Саша будет заниматься здесь, будет клеить порезку и будет подмазывать, отмазывать вот эти новодельные углы вот в другой комнате. Вот эту порезочку, вот она сложена уже. Ну что же, возвращаемся к подложке и, собственно, маленькому молдингу. Так, как я и предполагал, за ночь его чуть-чуть, как бы, ну, какая-то подвижка произошла, ее чуть повело туда-сюда. Я еще раз проверяю сейчас. Вот меня вчера проходило более-менее, прижал, вот здесь прижал, и вот так раз, и оп, ага, видно вот здесь, видно? Угу. Здесь чуть-чуть как бы трет, чуть-чуть. Вместо того, чтобы точить дерево, я просто уберу сейчас гипс. Эта часть подложки, она у меня не рабочая, то есть ее форма меня вообще не беспокоит. Поэтому я циклей, просто сциклюю и потом подшкурю. Так, пробуем. Главное, чтобы нигде не терло. Чтобы не срывать лак потом. Ну, нигде не трет. Я не вижу, что терло.
везде есть зазор. Отлично. Так, нигде не трет. Замечательно. Следующим ходом лак. Итак, лак. Но уже следующий день. Мне вчера необходимо было резко отлучиться. Сегодня уже день номер 90. Вот так. Как-то вот так. И наконец-то перейдем к лаку. Лак нитроцеллюлозный NC 218, растворитель 646. Для того, чтобы лучше впитывалось, чтобы не создавалась пленка жесткая. Вот такая консистенция. Надеюсь, это видно, да? Ну, где-то так. Это все на глаз. И вот таким образом происходит покрытие лаком. В несколько этапов желательно. И с растворителем лак быстро сохнет. Можно сразу же несколько раз пройтись. Ну что, лак высох. Он как блестит, глянцевый такой. Я все рассказал, показал, да, лак. А зачем? Зачем это делать-то? Я и не сказал, зачем обрабатывать лаком. Обработка лаком преследует две цели. Первая цель – это укрепление этого инструмента, поскольку это выступает в роли инструмента. Так можно обрабатывать и кожухи гипсовые таким же образом. То есть жидкий лак укрепляет, собственно, поверхность подложки, кожуха, инструмента, гипсового инструмента. Это раз. И вторая цель обработки лаком – это предотвращение залипания гипса. Обработать просто маслом будет недостаточно. Что примечательно, в советское время для этих целей часто использовали шеллак. Его было много, мебельное производство, и обрабатывали шеллаком. Это спиртовой раствор как бы. Вот такие цели обработки конкретно этой подложки, ну и в целом вспомогательных гипсовых инструментов. Все подготовлено, сейчас протяну его. Основное отличие от того, если тянуть как бы на ровном столе, то отличие в том, что надо постоянно как бы поднимать его вверх. И не важна высота, он может быть даже высокий, там 20-30 сантиметров, это не важно. И сетка помогает удерживаться гипсу как бы на этой стеночке, вот здесь. А сеточку я обязательно укладываю сюда. Это уже большой такой молдинг, здесь же необходима сетка. Ну, как по мне. Я приготовил специально сеточку. Вот такая сетка. Нарезал ее. Ну, она должна там внутри пройти у меня. И здесь я сделаю с перехлестом. Вот у меня сетка заканчивается здесь. Я возьму этот конец чуть-чуть. Вот здесь. Чуть-чуть не доходя до конца. Немножко не доходя до конца. Стол 3-метровый. Естественно, у меня будет здесь какой-то перехлестик. А вот он есть. Небольшой, но этого достаточно. Вот. Получается, сейчас отковыряю как-то. Вот он получился. Видите? Опа. Ну что, я обрезал, здесь облой, вот он, кстати, как отваливается хорошо, от новой подложечки, да, обрезал, в общем, детальки, и здесь мне пришлось разрезать. Я подумал, мы подумали с Сашей, не я один подумал, подумали, что 3-метровая деталь, она реально будет неудобна в монтаже, то есть, ну, она тонкая довольно-таки, неудобно. Я разрезал вместе с подложкой. Это совершенно нормально, ничего не двигается, все хорошо. Что, попробуем сдернуть? Ставим шпатель, вот так вот, и сделаем вот так. Раз. Вот, отодвинул.
Отодвинул. Угу. Ну, давайте смотреть, что у нас получилось. Вот. Ну, такой вот молдинг. Еще важный момент такой, как по мне, при работе с подложкой. Чистить облой, вот этот вот остаточный такой оставшийся, обливающий гипс, да, облой, удобнее и практичнее резиновым шпателем. Тогда не остается царапин здесь. А в эти царапины потом следующий гипс будет заливаться, да, и сильнее еще залипать. Поэтому резиновым шпателем. Вот так получается чисто и никаких царапин. Так, я отрезал кусочек этого молдинга. Пойдем сейчас примерим и заодно посмотрим, чем Саша занимается. Что она там делает. А Саша тут клеит порезочку и обрабатывает эти углы, вот эти, которые мы ставили раньше. Вот так вот. Вот как-то так это и происходит. Этот угол уже готов, левый. Здесь уже новая порезка отмазана, угол отмазан. Фактически готово. Ну, поскури там что-нибудь еще. Вот такая ленточка там. Ленточка в уголке. А это старый угол. Вот так выглядит для сравнения. Вот старый. А вот новый. Вот. Потому что когда покрасится, разница уже будет незаметна, скорее всего. Так, ну чего, вот этот кусочек новый. Вот сейчас сравним его со старым. Он в размер такой же. Все нормально с ним. Ну, это если сравнивать вот так, все с ним нормально. Но вот там где доски. Сейчас туда подойдем и посмотрим, что там творится. Так, вот эта доска, о которой я говорил. Вот так вот она здесь выходит. В процессе ремонтов ее вот так вот тут выпустили. И вот что. Опа. Ага. Опа. Угу. Вот так-то. Ничего тут не поможет, кроме тупого физического труда. Надо будет стамеской убирать вот этот угол, чтобы плотно посадить. И так много где вообще. Ой-ой-ой-ой. Метры стамесок. Ну что, натянул я необходимое количество. Вот мои маленькие молдинги. Ну, около 15 метров. Надеюсь, этого будет достаточно. А подложечка, вот она подложечка. Подложечка в прекрасном состоянии, нигде ничего не сломалось. Все с ней хорошо. Замечательно. Пока я ее не спешу сбивать, вдруг чего. А завтра мы намереваемся уже монтаж совершать именно этих молдингов, потому что они гибкие. Там есть старые исторические карнизы кривоватые, и вот чтобы можно было подогнуть, надо это делать завтра. Да, завтра, потому что потом, когда они высохнут, их будет сложно гнуть, они будут уже ломаться. А сейчас, пока мокрые, можно подогнуть чуть-чуть. То, что нужно. Как уже говорил, Саша здесь отмазала за эти дни этот угол, он уже даже подсох. Ну как отмазала, она там слепила много чего новенького, вот эту сеточку, трильяж вылепила полностью. А в этой комнате Саша закончила обрабатывать углы, установила порезку, ленточки, повылепливала ленточки, это такие были тут исторические ленточки в углах, вот они вот. Вот такая ленточка там, о, такие. Ну это уже как бы выглядит, как будто так оно почти и было, без вот этого вот карнизика, да? Ну завтра займемся этими делами. Вот так это выглядит на данный момент. Вот так вот завершается наш
день номер 90. Ролик получился длинным, уж извините. Я хотел сбить как бы в кучу, показать вот весь, показать мыслительный процесс при изготовлении шаблонов. И, собственно, все, что связано с шаблоном и с протяжкой. Я прошу не рассматривать этот материал как какой-то мастер-класс или гайд. Это просто, у меня стояла задача, я выполнил ее так. Кто-то сделал бы это по-другому. Так что, если кому там что-то правильно, либо неправильно, вы напишите в комментариях об этом, конечно. И я напоминаю, что мы не позиционируем себя как профессионалы. Этого не может быть никак, потому что мы люди-комбайны. Мы люди, которые делают много всего. Естественно, что человек, который делает одну работу, выполняет, одно дело делает, он будет делать это намного лучше. Кто-то занимается чисто протяжкой, естественно, он будет тянуть лучше, чем я. Как-то. Есть парни, которые занимаются чисто монтажом. Вот он делает, его работа это монтаж, без отмазки, без протяжки. Вот человек просто берет готовую лепную деталь и вставляет ее на нужное место. Все, и этот человек, я знаю таких людей. Естественно, я буду проигрывать ему в скорости и в качестве. Поэтому вот так. Вот такие мы люди-комбайны, которые именно так писались или пытаются вписываться вот в такой вот рыночек. С другой стороны, это прикольно. Классно узнавать новое, получать опыт, радоваться. Это весело. Так что всего вам доброго. Лайки, дизлайки, комментарии. Друзья, помните, что любая активность под любым видео помогает продвижению этого видео. Если вам видео нравится, помогайте ему продвигаться. Вы таким образом осуществляете поддержку, осуществляете помощь. Это YouTube, это его алгоритм. Есть активность, значит видео хорошее, видео интересное. Если вы просто посмотрели ролик, просто закрыли его YouTube, понимаете, что это что-то не очень-то интересное, и просто на дно его запихивает этот ролик. Так что поддерживайте таким образом. Спасибо большое, всего доброго, до свидания, пока-пока.